Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео покажу и расскажу, как сшить квадратную баску. Ее можно изготовить как отдельное изделие, либо же сделать частью другого, например, жакета, корсета и так далее. Эту баску я буду шить из жаккардовой ткани и в процессе расскажу об особенностях работы с этим полотном. Также это видео частично будет снято на смарт-очки, поэтому цвет и звук в некоторых кадрах могут отличаться. Итак, приступим. Эту баску шьем по принципу юбки солнца. Как вычислить радиус для конусных юбок, я рассказывала и подробно показывала в одном из своих видео, ссылку оставлю в описании. Эта баска лучше всего смотрится с небольшим запахом. Для вычисления длины талии в данном случае нам нужно к длине талии прибавить ширину запаха, обычно пары сантиметров будет достаточно, плюс припуски на швы. Сейчас я буду шить уменьшенную версию. Что касается величин моего полноразмерного изделия, короткая сторона равна 16,5 см, более длинная сторона 29 см. Я уже выкроила изделие из основной ткани. Основная ткань в данном случае у меня жаккард. Что стоит знать о жаккардовой ткани? Гладить ее можно только на низких температурах. Утюг выставляем на единичку или двойку. Также жаккардовая ткань очень сыпется по краям. Припуски нужно оставлять минимум 1 см, а лучше больше. И позже лучше просто их обрезать. Учитывайте, что на ткани легко остаются зацепки. Чтобы зафиксировать ткань, можно использовать прищепки, которые мы используем для пошива кожи, либо привычные нам иголочки, но пользоваться ними нужно осторожно. Чтобы готовое изделие прослужило дольше, края лучше обработать тонким дублерином, потому что жаккард рассыпается от малейшего трения, и даже если все припуски оставить внутри, со временем на лицо изделия могут начать проступать ниточки. Я имею в виду волокна, из которых сделана ткань. В данном случае у меня в качестве экземпляра совсем маленькое изделие, и я оставила припуски 1 см и проклею не все края, а только уголки. Но в полноразмерном изделии лучше проклеивать края и полоски дублерина выкраивать на полсантиметра больше, чем оставленные припуски. За кадром проклеила уголки. И как видите, стоило немного повзаимодействовать с тканью, и уже края посыпались. Пока оставим эту деталь в покое, переходим к подкладке. Подкладку буду выкраивать из контрастной ткани, чтобы вам хорошо было видно на видео строчки. На данный момент выкройка у меня равна выкройке из основного изделия, но вырезать подклад нужно на пару миллиметров короче с каждой стороны, кроме талии. Талию мы подправим позже. Как строить выкройку? От контрольной точки мы откладываем радиус, затем от контрольной точки мы откладываем длину изделия по короткой стороне с учетом радиуса. У меня это в данном случае 17 сантиметров. Откладываю 17 сантиметров в 3 стороны. Провожу перпендикуляры, откладываю по 17 сантиметров и соединяю точки. Края я откладывала с учетом припуска. Талию я откладывала без учета припуска, поэтому мне нужно здесь оставить припуск. Просто мне так было удобно. Вырезаем. Для стабилизации мне удобно использовать шайбы. Слегка отступаю от намеченной линии, чтобы сделать эту деталь на пару миллиметров короче, чем деталь из основного изделия. Теперь на 2 деталях выкройки нужно разрезать центр. Будем делать это по долевой.
Вот для чего мы оставляли припуски на швы, когда вычисляли талию. Теперь вот эти уголки мне также нужно укрепить. Проклеила образовавшиеся уголки. Если бы вы проклеивали края изделия полосками дублерина, то у вас бы полоски дублерина располагались вот таким образом. Можно даже дополнительно проклеить и нашу окружность. Теперь соединяем детали лицом к лицу, и можно приступать к пошиву. Теперь идем на машинку и прокладываем строчку, начиная вот отсюда и непрерывно. Идем и заканчиваем вот здесь. Будьте внимательны на уголках. Можно дополнительно обозначить себе уголки. Вот таким образом. Идем на машинку. Проложили строчку. Обратите внимание, вот как выглядит точечная закрепка. И вот как выглядит закрепка с помощью реверса. Но закрепку делать обязательно на уголках. Теперь подрезаем края, если необходимо. Я оставляла всего 1 сантиметр припусков, я оставлю все как есть. И высекаем уголки. Также посмотрим с лицевой стороны, как это выглядит. Вот на уголках строчка захватила кусочки дублерина. Я вырезала их на глаз, не измеряя идеальные квадратики. Но главное, что как раз на полсантиметра строчка зашла на дублерин. Высекаем уголки. И в данном случае высечь уголки под корень мы не можем. Лучше оставить 2-3 мм. Ну, оставлю 2. Ладно, я все-таки укорочу свои припуски, ну, миллиметра на 3 и продолжим. Далее нам нужно закрепить эти припуски на подкладочной ткани. Для этого проложим закрепляющую строчку на 1 мм от уже существующей строчки. Отворачиваем припуски на подкладочную ткань и прокладываем строчку с этой стороны. Строчку прокладываем до того момента, до которого позволяет лапка. Проложила строчку. Вот так строчка выглядит на основной ткани. И вот так выглядит подклад. Ничего страшного, если до уголков вы не будете доходить везде одинаково. Вот здесь у меня отрезочек немножко побольше. Вот докуда удобно, до туда и прокладывайте строчку. Главное, что основная часть у нас зафиксирована. Этого будет достаточно, чтобы подкладка не показывалась на лицевой стороне. Теперь нам нужно вывернуть изделие, аккуратно его прогладить и затем подкорректировать линию талии. В процессе выворачивания покажу, как выглядит отстрочка с лицевой стороны на подкладке. Уголки выворачиваем иголочкой, ни в коем случае ничем режущим. И при выворачивании уголков лучше не трогать основную ткань, выворачивать за подкладку. Теперь нужно было бы подровнять края по линии талии, но здесь есть несовпадение на буквально 1 мм в некоторых местах. В таком случае лучше туда даже не лезть, потому что будет только хуже. Подравнивать в данном случае будет неудобно.
Ага, вот с этой стороны есть отступ на 3 миллиметра, вот можно подровнять его. Теперь нам осталось сделать пояс. Теперь из основной ткани нужно выкроить пояс. Ширина пояса равна желаемой ширине, умноженная на 2 плюс припуски. У меня в готовом виде ширина пояса равна 2,5 см, значит умножаю их на 2, это 5, и плюс припуски. В моем случае припуски по сантиметру, значит в итоге получаю 7. А длина равна длине талии с учетом запаха плюс припуски. Забегая вперед, хочу сказать, что оставляйте припуски по длине больше даже, чем 1,5 сантиметра. И точно такую же деталь нужно выкроить из дублерина. Проклеила пояс дублерином. Итак, что стоит знать? В данном случае спрятать припуски внутрь изделия, то есть под пояс, будет довольно проблематично. Это будет очень трудоемкий, энерго- и времени-затратный процесс, потому что заутюжить эти припуски как следует не получится, так как мы можем позволить себе использовать только низкую температуру утюга. Я заутюжила пояс по центру, и это максимум, насколько можно это сделать. В любом случае, нам не обязательно прятать эти припуски внутрь, так как наше изделие к низу расширяется все больше, и припуски с лицевой стороны в любом случае будет не видно. При проклеивании дублерином и заутюживании пояса по центру жаккард подолевой дал усадку. Знала, что нужно выкраивать подлиннее, но почему-то пожадничала. Поэтому теперь я могу себе позволить прокладывать строчку вот здесь не на 1 сантиметр, а на 4 миллиметра. Далее мы складываем пояс лицевой стороной и будем прокладывать строчку по бокам. В идеале даже не на 0,4, а 0,3 сантиметра я могу себе позволить прошить, поэтому я подвину вправо на 2 миллиметра иглу и проложу строчку. Проложила строчку. В обычном варианте мне сейчас стоило бы укоротить края и высечь уголки, но здесь мне уже делать нечего. Выворачиваем пояс. Очень осторожно, чтобы не сделать зацепок. У меня сейчас экземпляр для примера, но если у вас при пошиве пояс даст такую усадку, его нужно будет выкроить заново. Поэтому лучше заранее оставляйте большие припуски. Можно и 3 сантиметра оставить по бокам, так как именно по долевой оно дает усадку больше всего. Что мы делаем дальше? Для удобства нужно на поясе и на основном изделии отметить центр. Совсем небольшую надсечку. Также здесь. А лучше здесь я просто иглой отмечу. Прикладываем пояс. Да и здесь тоже. Дополнительно отмечу иглой. Прикладываем пояс к лицевой стороне изделия. Сначала по бокам и по центру. И затем по периметру.
Обратите внимание, мы будем прокладывать строчку на 1 сантиметр, поэтому на пересечении 1 сантиметра пояс и основное изделие должно идеально совпадать. Не по вот этим уголкам соединяем, а именно по припускам. Итак, идем на машинку и прокладываем строчку на 1 сантиметр. Проложили строчку. Проверяем, отгибаем пояс, края совпадают. Нам осталось обработать все эти края вместе оверлоком. Идем на оверлок. Смотрим, что у нас получилось. Вот наша обработка. Делаем запах на пару сантиметров. И осталось только сделать застежку. Я для этого изделия использовала крючки. Не думаю, что с пришиванием крючков у вас возникнут какие-то проблемы, поэтому я на этом остановлюсь. Все, наше изделие готово. Спасибо за просмотр. Впереди на канале еще больше полезных и интересных видео, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и будьте стильными.